Представьте, у вас есть корзина яблок, и одно яблоко там гнилое. И так как гниль распространяется, то гнилое яблоко может испортить и все остальные яблоки. Начинается саморазвитие с того, что ты откладываешь все свои убеждения, как Декарт, яблоки из корзины, и начинаешь их по одному складывать обратно. Добра и мира всем, кто оказался на канале Антидот. Сейчас становится очень модно заниматься саморазвитием. Со всех утюгов несется, что это очень важно, это очень нужно, потому что ничего в жизни у тебя не получится достичь без этого самого саморазвития. И тут начинается самое интересное. А что такое саморазвитие? Ведь каждый понимает это словосочетание по-своему. Для кого-то, может быть, заниматься саморазвитием – это побольше играть в танчики. Или что сейчас на YouTube все рекламируют? Викинги? Ведь компьютерные игры развивают кучу способностей. И разве будешь с этим спорить? Конечно же, они что-то развивают. Для кого-то саморазвитие – это читать блоги или новости, накапливать информацию о том, что в мире происходит, быть в курсе всех политических колебаний и знать по фамилии каждого министра. Ведь это тоже в какой-то степени саморазвитие. Кто-то считает, что саморазвитие – это изучать психологию, и подписался на паблики, где каждый день тебя учат психологии, публикуя фразы типа «В этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты целый мир». Кто-то вообще говорит, что все это земное и приходящее, и саморазвитие – это изучение метафизического, то есть духовного мира, и с головой бросается в астрологию, буддизм, иудаизм и еще какой-нибудь там из. Так что такое саморазвитие по сути? Что конкретно нужно развивать? То, что развивать что-то нужно, сомнений нет. Но вот что? Ну и, конечно же, тот, кто хочет достичь больших высот в танчиках, развивает в себе способность и меткость стрельбы. Кто хочет отрешиться от всего земного, уходит в нирвану. Это право каждого развивать в себе то, что он считает ему будет полезно. Но сегодня я буду говорить про саморазвитие с точки зрения того, что конкретно нужно в себе развивать, чтобы воспринимать и трактовать реальность вокруг себя максимально объективно, быть в жизни максимально эффективным и тем самым прожить максимально гармоничную и интересную жизнь. Начнем, как всегда, издалека, аж с 17 века нашей эры. И вспомним известного математика по фамилии Декарт и по имени Рене, который задолго до нас с вами точно так же задумался, что конкретно нужно развивать, чтобы стать на путь саморазвития. Его очень сильно напряг тот факт, что все, что он знает, это чужие знания. Я об этом говорю почти в каждом выпуске, потому что с понимания этой фразы началось и мое саморазвитие. Декарт заметил, что много того, в чем он был убежден, впоследствии оказалось совсем не так, как он об этом думал. Мы все проходим через такие моменты. В какой-то момент мы замечаем, что то, в чем мы всегда были убеждены, на самом деле оказалось по-другому. Но вы это еще, наверное, помните. Мы подросли, и вдруг оказалось, что Деда Мороза не существует, папа не самый сильный и не имеет всех ответов на наши вопросы. А медведи на самом деле не такие милые и пушистые, как тот ваш любимый медвежонок, с которым вы засыпали каждую ночь. И Декарт задал себе такой вопрос: а что если все мои убеждения ложны? Но я об этом еще не знаю, просто потому, что еще не дорос до того, чтобы это понять. Как я могу быть уверен, что все мои убеждения истинны? Буквально закричал Декарт и для того, чтобы наверняка во всем разобраться, отбросил все свои убеждения. Он предложил следующую метафору. Представьте, у вас есть корзина яблок, и одно яблоко там гнилое. И так как гниль распространяется, то гнилое яблоко может испортить и все остальные яблоки. Поэтому для того, чтобы найти это гнилое яблоко, нужно выбросить все яблоки из корзины и после внимательного осмотра каждое по отдельности вернуть обратно в корзину.
И точно так же, как гнилое яблоко, ложное убеждение может распространяться и искажать истинные убеждения, сказал Декарт. И, как я уже отметил выше, отверг все свои верования и убеждения, чтобы их проанализировать. И решил он исследовать все свои убеждения по отдельности. И начал он с эмпирических верований, с вещей, которые мы воспринимаем нашими органами чувств. Мы думаем, что наши органы чувств очень надежный источник информации. Если мы видим, слышим, чувствуем на вкус, нюхаем и трогаем, то мы знаем наверняка. Но так ли это? Декарт обратил внимание, что наши чувства нас постоянно обманывают. Вы заметили друга в толпе, побежали за ним и хлопнули по плечу незнакомого вам человека. Еда меняет свой вкус, когда мы болеем, немного задержал дыхание, и комната начала крутиться вокруг тебя. Вода комнатной температуры кажется горячей, когда мы приходим с мороза, и список можно продолжать. И тут сразу приходит другой вопрос. Тогда можем ли мы нашим чувствам вообще доверять? Но Декарт копал глубже. И вы наверняка помните сон, который был настолько реальным, что вы даже не предполагали, что вы спите. А может, у вас были сны, когда вам снилось, что вы проснулись, но в этот момент вы еще спали. Тогда как мы вообще можем быть уверены, что мы сейчас не спим? Может, вы только думаете, что вы смотрите канал Антидот, но на самом деле вы спите в своей кровати, и я вам явился во сне. И, конечно же, я ничего против этого не имею, но вы, возможно, мне ответите. Так когда я проснусь, я же пойму, что это был сон. И то же самое, когда меня обманули мои чувства. Это были временные заблуждения, но когда обстоятельства изменились, я понял, что я ошибался. И это качество проверить себя самого и способность понять, что ты заблуждался, Декарт назвал мелкие сомнения. То есть ты в чем-то был уверен, но обстоятельства изменились, ты переместился в другую точку, и с нее стало видно, что ты ошибался. Но что, если все ошибаются? Что, если нет такой точки, откуда можно заметить, что все ошибаются? Что, если все живут в матрице? Как такие вещи проверить? И такие вещи, которые нельзя проверить, Декарт называл глобальными сомнениями. Английский математик и историк Рассел Бертранд проиллюстрировал концепт глобальных сомнений в так называемой гипотезе 5 минут. Он спросил, а что если предположить, что Вселенная была сотворена 5 минут назад? И создатель специально все так сделал, чтобы мы думали, будто ей, допустим, 14 миллиардов лет. Он специально все продумал и сделал так, чтобы все доказывало, что Вселенной 14 миллиардов лет. И заложил все, от костей динозавров в слои грунта до шрама на твоей коленке с памятью, как ты его получил вчера. Но на самом деле Вселенной всего лишь 5 минут. Это звучит как бред. Но как это опровергнуть? Как доказать, что это не так? И Рассел отвечал, а так ли это важно? Но Декарт, как приличный католик своего времени, считал, что это важно, и пытался найти хоть одно убеждение, с которого можно было начать собирать свою картину мира. Хоть одно, в чем он точно бы не сомневался. Не знаю, сколько это заняло у него времени, может быть, большую часть его жизни, но когда он нашел то, в чем он был точно уверен, он написал целую книгу на эту тему. Он подвергнул сомнению все, абсолютно все. Но он не мог подвергнуть сомнению тот факт, что он сомневается. Вот в этом он был точно уверен. И только потому, что он сомневался, он должен бы уже существовать. Сомнение – это мысль, а если есть мысль, то должен быть и тот, кто ее имеет. И это был его ага-момент. И в своей книге «Размышления о философии» он написал так. «Cogito ergo sum». «Я думаю, значит, я существую». Это было очень большим прорывом философии того времени. И тут я слышу уместный вопрос. А к чему ты, Майкл, все это рассказываешь? Ты хочешь блеснуть своими знаниями? Так это людей раздражает. И я это знаю. Я просто пытаюсь для себя определить, что такое саморазвитие. И прихожу к тому, что это самая лучшая аналогия для того, чтобы это сделать.
Для меня саморазвитие – это постоянное сомнение в том, что ты сейчас знаешь. Постоянный поиск новых углов, чтобы дополнительно изучить то или иное явление в жизни. Не изучить много новых явлений, хотя и это тоже важно, но не в первую очередь, а одни и те же явления в жизни изучить под разными углами. Вы найдете в интернете кучу определений, что такое саморазвитие, но я не нашел такого, которое содержит в себе этот главный принцип. Если ты стал на путь саморазвития, то куда бы ты ни дошел, ты всегда находишься в начале пути. И если рассматривать саморазвитие с этого ракурса, то это постоянный поиск новой точки зрения на один и тот же вопрос. И тут, чем больше знаешь, тем больше точек зрения у тебя появляется. Раньше ты заходил в новую комнату, и у тебя две двери, черная и белая. Ты знал, что всегда надо выбирать белую. Но если начинаешь узнавать разные точки зрения об одном и том же явлении, то картина мира резко усложняется. Уже не все так просто. Ты открываешь дверь в новую комнату, а там уже 5 дверей и с разными оттенками серого. И уже не так просто принять решение. Надо думать. И начинается саморазвитие с того, что ты откладываешь все свои убеждения, как Декарт, яблоки из корзины, и начинаешь их по одному складывать обратно. То есть ты подвергаешь сомнению все свои убеждения, и только после тщательного анализа каждого из них начинаешь складывать их по одному обратно в свою корзину. Ведь если в нашей корзине будет только одно убеждение, в котором мы абсолютно уверены, но на самом деле это не так, то даже все наши остальные правильные убеждения уже не имеют цены, потому что они все влияют друг на друга, а иногда и вытекают друг из друга. И раз мы из своих убеждений складываем картину мира, то там могут быть серьезные ошибки, которые смогут привести нашу жизнь к краху или существенно ее усложнить. Так как переводить свои предположения о мире из категории «я верю» в категорию «я убежден»? Ведь это очень разные позиции, и между ними огромная пропасть. Тот, кто верит, потому и говорит, что он верит, так как он не может себя в этом убедить. И поэтому ему надо в это верить. Тот, кто в чем-то убежден, ему не надо верить. Он подверг все сомнению. И если он в чем-то убежден, то ему уже не надо в это верить. Ведь сомнение – это то, что убивает веру. И, возможно, многие верующие в этот момент напрягутся. Но что в этом плохого подвергнуть сомнению даже свою веру? Если это абсолютная истина, то, изучив ее со всех сторон, ты всегда можешь прийти к тому, чему ты верил. Только уже не надо будет говорить «я верю», можно уже будет говорить «я убежден». А если не придешь к тому, во что ты верил, то ничего в этом страшного нет, ведь ты придешь к чему-то другому, и самое главное, перейдешь из категории «я верю» в категорию «я убежден». И тут, возможно, кто-то скажет: остановись, Майкл, тут ты заходишь уже слишком глубоко. Ну а как иначе? Те, кто давно занимается саморазвитием именно в таком ключе, поймут, о чем я говорю. Другого пути нет. Вбейте в поисковик слово «саморазвитие» и нажмите на картинки. Посмотрите, с чем ассоциируется это слово. Эти картинки напоминают того, кто вырвался на свободу. Значит, он сделал усилие, что-то прорвал. И кого, вы думаете, он победил и поэтому вырвался? Правильно, себя. Мы сами себя держим в рамках, потому что это страшно. Я об этом уже говорил в выпуске про то, как научиться думать. И чем старше человек, тем страшнее ему это сделать. И это понятно. Конечно же, страшно в конце жизни подвергнуть сомнению все свои убеждения и ценности. Ведь может оказаться так, что всю жизнь ты гнался за ложными ценностями и жизнь прожита зря. Конечно же, никто не хочет к этому прийти. Поэтому, чем раньше вы решите подвергнуть сомнению все свои убеждения, тем легче вам будет это сделать. И самое главное, больше времени впереди останется, чтобы построить свою жизнь на истинных убеждениях и ценностях. И чтобы легче вам было это сделать, я могу вам предложить следующую мысль.
Если у вас есть те, которые говорят, что нельзя свою веру подвергать сомнению, то вы знаете, что по сути они не хотят, чтобы вы перешли в категорию убежденных. Может, им лучше, чтобы вы оставались в другой категории, может быть, им есть что скрывать. Итак, теперь самое сложное. Ну, допустим, вы решили рискнуть и отбросили все свои убеждения. Что теперь делать? По какому принципу их обратно складывать? У тебя же должны быть какие-то убеждения, из чего картину складывать. Что после этого можно назвать убеждением? Ну да, я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, значит, я существую. А что дальше? Теперь вы понимаете, что в жизни человека, который стал на путь саморазвития, не так много вещей, в которых он абсолютно уверен. Их очень мало. И тут знаменитая сократовская фраза «я знаю, что я ничего не знаю, но другие не знают даже этого», думаю, будет идеальным дополнением картины под названием «Саморазвитие». Но как складывать яблоки обратно в корзину? Как быть в чем-то уверенным? Ответ каждый находит сам. Добро пожаловать в клуб! Тут каждый думает сам и предлагает свои решения. Могу поделиться тем, что я нашел по этому вопросу. В мире долгое время пользовались методикой, что предложили еще древнегреческие философы. Смотреть на мир непредвзятыми глазами. Ты просто наблюдай, что видишь, и делай предположение, как все взаимосвязано. То есть выдвини свою гипотезу. Например, ты видишь белого лебедя, потом снова видишь белого лебедя, и все лебеди, которые ты видел, были белыми. На основании этого ты предполагаешь, что все лебеди белые. И все пользовались этим методом, пока в начале 20 века австрийский профессор Карл Поппер не поднял планку на совершенно другой уровень. Он сказал, что если ты решил что-то наблюдать и исследовать, есть причина, почему именно это ты решил исследовать. Значит, у тебя уже есть какие-то убеждения по этому поводу, признаешь ли ты это или нет. И в зависимости от того, какие убеждения ты имеешь, ты будешь исследовать это наблюдение под определенной точкой зрения. То есть ты будешь искать то, что ты хочешь найти. А когда ты ищешь то, что ты сильно хочешь найти, то ты всегда найдешь. Ищущий находит, заметил Иисус еще задолго до Поппера. Ну, например, если я хочу найти доказательства того, что Дед Мороз существует, то у меня не будет никаких проблем. Мир ими забит. Подарки под елкой. На Новый год мы на улице видим Дед Мороза. Все эти песни, истории, стихи, мультфильмы, все говорит о том, что Дед Мороз существует. И Поппер предложил новую систему. Искать не доказательства того, что Дед Мороз существует, а искать доказательства того, что он не существует. То есть искать то, что твое предположение может опровергнуть. Не утверждать, что все лебеди белые, а искать черного лебедя. И с этой точки зрения мы не можем быть полностью убеждены ни в чем. Я скажу за себя, как я отношусь ко всем своим убеждениям. Я говорю так, что на момент моего развития у меня есть определенное убеждение, и данных, доказывающих обратно, нет. Но я их ищу, и как только обнаружу, я их учту и построю новую картину мира, еще более совершенную. Я говорю о так называемом критерии Поппера. Вот что такое саморазвитие с моей колокольни. Как я его для себя понимаю и определяю. Пока ничего лучшего я не нашел. Если вы нашли, я буду очень рад в комментариях ознакомиться с вашими вариантами складывания яблок назад в корзину. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что нужно делать. Не буду утомлять своих слушателей этими заезженными фразами про колокольчики. И мне сейчас стало вдруг интересно, а кто-то проводил исследования, как на самом деле влияют призыв слушателей подписываться и лайкать свои видео? Может быть, это уже вызывает обратную реакцию. Вот что значит подвергать все сомнению. С вами был Майкл Свобода. Живите ярко, друзья!